начнем уже тогда. Да. Да, еще раз Вот. всем привет, Привет, привет. кто пришел и смотрит в записи в том числе. Спасибо вам за то, что уделяете время. Да, мы очень рады, что эта тема вам интересна. Да, тема на самом деле классная, но я понимаю, да, что вот это в продолжение предыдущей темы, такой же, как коучинг или там терапия через нейросети, также и самотерапия, самокоучинг, это, ну, такой инструмент интересный, но не на 100% эффективный. Вот. Но хотя бы, знаешь, для развития осознанности, мне кажется, для Да, начала очень хорошо работающий. Потому что ну, при помощи вот этих 4 вопросов, а мы еще же не сказали, что это за самокоучинг. Ну, в общем, да. если в целом сказать, то да, то у меня тут кошачий коучинг. Вот. Если в целом сказать, что вот эту технику можно использовать как просто попробовать, как вообще я могу покоучить сама себя, и такой хороший инструмент для развития осознанности. И, возможно, этот инструмент, он поможет обнаружить, что что-то я могу сама, а кое-что я так и не вижу, и все-таки мне, может быть, стоит пойти к специалисту. Мгм. История. Ну, я думаю, что давай вообще объясним, Да, да, да. о чем идет речь. Мы говорим сегодня про такую вещь, как 4 вопроса планирования, Мгм. которые в целом, наверное, в этом вообще вся суть коучинга, потому что коучинг — это про будущее, это про то, какие шаги ты совершаешь для достижения каких-то результатов, каких-то целей, совершенно неважно каких, то в жизни или в бизнесе. И, собственно, для достижения вообще любого результата, любого, нужно задать себе вот эти 4 вопроса. На самой сессии мы уходим глубже в каждый вопрос, да, разбираем его. Но в целом они являются так называемым наполнением, да, стрелой сессии, наполнением каждой сессии, или там это может быть наполнением сразу нескольких сессий, да, таким ну, пакетом, когда идет. Все равно внутри мы каждый раз из сессии в сессию задаем эти 4 вопроса в той или иной форме. И в целом в такой, ну, как бы как демо-версия можно задать их самостоятельно себе, начиная вообще любое дело. От, я не знаю, от варки супа Да, кстати. до, не знаю, там, покорения горы. Вот, Да. собственно, это то, через что можно любую вообще задачу, любую фантазию свою прогнать. Вот. И Мгм. я думаю, что мы можем начать, наверное, с первого вопроса. Или вот, Да. как думаешь, или хочется что-то, может быть, дополнить к моим словам? Нет, нет, все очень ты понятно объяснила. То есть суть техники 4 вопроса. Называется задай себе 4 вопроса. Прежде чем куда-то пойти, я на кошку смотрю, прежде чем куда-то пойти, задай себе 4 вопроса. Особенно на ночь глядя куда-нибудь пойти. Ну вот, да, то есть задай себе Встать с кровати с утра, задай себе 4 вопроса. 4 вопроса. И тогда ты поймешь, вообще стоит ли Да. вставать. Это Ну, на шутка. самом деле нужно понимать тоже такой нюанс, да, что эти 4 вопроса, их нужно задавать по очереди, от первого до четвертого. То есть не то, что рандомно там, а вот именно с первого до четвертого. И первый вопрос Первый звучит, вопрос. Что я хочу? да, чего я хочу. Чего я хочу? То есть, как, Это на самом деле самый сложный вопрос. да, это действительно, особенно вот так поделюсь, да, что когда начинаешь работать с человеком, очень часто человек приходит, или вообще мы часто говорим о том, чего мы не хотим, или как мы не хотим. Да, 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 да. Да, Да, да. Я не хочу вот это, это, вот это, вот это. да, хочу, чтобы, не так, хочу, чтобы не было, Да. хочу не переживать, э, Хочу не делать. хочу, хочу больше так не жить, да, вот. А как Больше не хочу, делать. вот, это сложный вопрос, и хочется тут обратить внимание, сделать фокус на то, что Мгм. очень важно.
чтобы в формулировке того и в ответе на вопрос, чего я хочу, не было частичек «не». И это не только Мгм. про позитивное мышление, а это про траекторию, вектор. Мгм. Это сразу планирование происходит, или там, ну, как бы программа, да, такая, мы задаем программу своему сознанию не от, а к. Мгм. Не... Вот я всегда, знаешь, такую метафору привожу, что когда человек говорит, я не хочу нервничать, вот Мгм. есть в теле, да, какое-то пространство, которое заполнено вот этими нервами. И когда ты говоришь, я хочу не нервничать или я не хочу нервничать, вот это пространство освобождается, его нужно чем-то заполнить. Мгм. Чем тогда ты хочешь заполнить это пространство, там, не нервничать? И вот тут начинает мозг работать обычно. В какую сторону хотелось бы мыслить? А еще, знаешь, есть такая гипотеза, что наш мозг, он частицу не воспринимает. И поэтому, когда я Мгм. говорю, я хочу не нервничать, мозг такой, так, она хочет нервничать. Так, все вперед, начинаем нервничать. Вот, поэтому прямо вот эти все негативные частицы надо убирать. Ты знаешь, это даже не только про коучинг, не только про самокоучинг, это вообще про жизнь. Вот. И, наверное, вот как бы для наших дорогих слушателей это может быть первое задание. Обратите внимание, когда вы формулируете, да, что-то у себя внутри, как там оно звучит? Что я хочу или все-таки что я не хочу? И пробуйте переформулировать, а наоборот, а что же я хочу? Да, это вообще важная такая история, потому что даже когда ты права совершенно, когда ты говоришь «не хочу чего-то», ты все равно негативную установку произносишь, Да, воспроизводишь, и она да, все равно фиксируется. Поэтому это да, важно. Более да. того, чем детальнее вы проговорите вот это «чего я хочу», э, я прям, как это, призываю, прежде чем вот вы озвучили, и проверьте свое «я хочу» по смарту, по ваку. То есть, ну, как бы попробуйте ее как можно максимально конкретизировать, чего я хочу. Попробуй назвать в цифрах. Да, Свет. Что такое ВАК? Можно я спрошу, что такое ВАК? Что? Что такое ВАК? Визуально, аудиально, Ага, кинестетически. То да. есть проговорите это вслух, услышьте сами себя, пропишите, если это какая-то реально там, ну, Мгм. такая классная большая цель, то ее можно, я называю это прогнать по ваку, то есть попробовать самому себе перед зеркалом ее произнести. Я хочу то-то, то-то. Или прописать ее, посмотреть там, или с кем-то поделиться, да, там проговорить ее. Мгм. Вот. То есть прогнать через все каналы своего восприятия и попробовать услышать, да, насколько она вам нравится. То есть цель гораздо более эффективно достижима, если она вам нравится, если она доставляет вам удовольствие, если вам хочется к ней идти. Вот. ВАК смарт для тех, кто не знает, да, то есть прогнать ее по так называемым критериям. Она должна быть конкретная, измеримая, достижимая, понятная и с четким временем. То есть я хочу, там, я не знаю, даже если эта цель какая-то там через год, то вот прям я через год хочу, через неделю я хочу там, я не знаю, что сейчас там первое в голову, через неделю, там, через месяц я хочу ехать в отпуск в Турцию. Вот это, ну, там, за На 2 столько-то в недели. такой-то отель. Вот прям прогнать, Да, ну, но да. опять же, да, не забываем, что она должна быть вам подконтрольна. То есть это должно быть в зоне вашего комфорта, контроля. Я хочу, чтобы муж пошел через месяц на другую работу. Это не, ну, это то, что не находится в зоне вашего контроля. Или я Мгм. хочу, чтобы мой ребенок там начал вдруг любить математику. Это вне зоны контроля. Как бы вы это ни расписывали, она должна быть подконтрольная. То есть Да. вот это прям важный момент. Почему я вначале рассказывала о том, что самокоучинг — это сложная история. Очень сложно это делать самостоятельно. Это гораздо проще делать с помощью коуча, потому что наше сознание так устроено, что оно очень сильно сопротивляется. Ему не нравится, когда мы говорим ему, что это, ну, то есть вот нам что-то хочется, а это не в зоне контроля, оно начинает придумывать там отговорки. А может быть, я вот так сманипулирую там человеком, и он там что-то там начнет делать так, как я хочу. Нет, это про экологичность. Все-таки она должна быть экологичной в том числе.
Да, да, да. Я вспомнила, вот один раз ко мне обратилась женщина с запросом: "Я хочу, чтобы, у меня наконец появились внуки". И я спрашиваю: "А это вообще в зоне вашего контроля?" И она прям, ну, реально зависла. То есть, ну как, я же хочу, но от вас ли это зависит, чтобы у вас появились внуки? Если бы вы сказали, я хочу детей, ну, это как бы еще да. А вот внуков, и для человека был реально как бы такой инсайт, как, в смысле, это ведь реально не в зоне моего контроля, это же от детей зависит, когда они будут готовы, смогут, там, захотят и так далее. Вот, казалось бы, такая банальная история, да, а Слушайте, ну да, у меня был такой запрос. Я хочу, чтобы мне чаще, э, чаще на мои предложения давали контракты, то есть отвечали позитивно на мои заявки по работе. Меня тоже так подзависло. Хотя тут нам даже удалось на что-то выйти, то есть мы начали искать там, что общего между позитивными ответами, да, что общего там, в какие фирмы давали позитивный ответ. То есть тут тоже история такая про аналитику. То есть в целом где-то это тоже можно, может быть, ну, но, конечно, это не подконтрольно. Другой человек, вы не можете гарантировать, ну, еще раз, есть такие там всякие манипулятивные истории, есть какие-то там, ну, не знаю, НЛП и так далее, когда, ну, вроде бы как вы можете сманипулировать позитивный ключ, ну, там, с позитивным результатом для себя, но это не экологично. Вот, и я призываю все-таки этого не делать. это Вот. получается, знаешь, как дополнительный такой фокус, кроме вообще 4 вопросов, о которых мы сейчас говорим, еще дополнительный такой себе вопрос: а это в зоне моей ответственности? И вообще это мне Да, подконтрольно? Такой абсолютно. пятый, Да. пятый вопрос. Мгм, круто. Это, ну, прям неожиданно у нас поворот нашей беседы возник. Удивительно, мы начали говорить про этику. Про этику, да. Да-да-да-да, да. Так. Мгм. Вот. Да. Хочется ли что-нибудь еще добавить к первому вопросу? Мне кажется, нет, мы его прям подробненько раскрыли, даже больше, чем у нас было задумано, скажем так. Мгм. Мгм. Может быть, у тех, кто сейчас нас слушает, есть какие-то вопросы. Вы можете писать их в чат, вы можете поднять руку, мы с удовольствием, ну, как бы, наверное, так как нас не очень много, мы можем ответить спокойно на вопросы. Если вдруг что-то возникнет, то будем рады повзаимодействовать. Мгм. Да. Вот. Ну что, можем, наверное, приступить ко второму вопросу. Да. Когда вы ответили на второй вопрос, когда сформулировали четко свою там цель, задачу какую-то, э, не знаю, как это можно еще озвучить, цель, задачу, в общем, мечту, к чему вы собираетесь идти. Вот. Следующий вопрос звучит, как я могу этого достичь? Мгм. Тебя это вызывает. У меня почему-то в голове другой вопрос. Как я могу Да? этого достичь? Как я могу этого достичь? Мне кажется, как я пойму, что я это получила? Да? Хорошо, Да. давай. У меня, окей, у меня То есть как я написано, как я могу этого достичь, это уже четвертый вопрос. Как бы, да, то есть, ага, сейчас как я пойму, и еще почему это важно для меня, нет? мгм, давай тогда с этого вопроса. Не, ну, в принципе, А, можно и начать с вопроса, как я могу этого достичь. Но, знаешь, здесь есть такой мгм, риск, что, пропустив вот эти 2 вопроса: почему это для меня важно достичь этого и как я пойму, что я этого достиг, вот этот четвертый вопрос, он не будет не настолько для меня такой, знаешь, прочувствованный, такой, не будет он пропущен через себя. мгм. Как тебе эта мысль моя? Тогда второй вопрос, давай еще раз проясним. Как звучит Почему второй для вопрос? тебя это важно? Почему для меня это важно? Почему для меня это важно? То есть это Да. вопрос про ценность этой цели, которую ты Да, перед собой да, ставишь.
Да. Вопрос, наверное, про какую-то миссию, возможно, которая под этим стоит, про какую-то важность не только для тебя, но и для твоих близких, для твоего окружения, если это какая-то бизнесовая история, для, там, для твоих сотрудников, коллег. И, кстати, вот этот вопрос, мне кажется, это какая-то, вот почему-то мне сейчас так в голову пришло, что это какая-то важная история именно в компаниях, да, потому что когда мы делаем какое-то личное планирование, ну, Мгм. там, почему это важно? Ну, для меня это важно, я хочу, да, а вот Мгм. когда это история про какие-то крупные проекты, когда э, речь идет о команде, то вот как раз вот на этот вопрос очень важно ответить и донести именно этот пункт до команды. Почему мы вообще это делаем? Почему мы вообще Мгм. движемся в этом направлении? О чем вообще сейчас идет речь, когда там, когда мы ставим какие-то сложные задачи, когда нам всем сейчас надо будет поднажать, там, поработать, то вот мы идем именно вот к тому, Мгм. что мы выясняем на втором вопросе. Почему это важно? Мгм. Да. Потому что может оказаться, что вы зависнете прямо на этом вопросе и поймете, что да как будто бы это и не важно вовсе. И как будто бы важно-то совсем другое. Но здесь, знаешь, опять же, наши подводные камни. То есть здесь может включиться как раз вот этот вот такой внутренний саботажник. Да мне это вообще не надо, да зачем я туда пойду? И вот тогда мы опять рекомендуем прийти к профессионалу, потому что профессионал, профессиональный коуч, он сразу заметит вот это вот, то есть, что когда там что-то включается подсознательное, то есть, и коуч, он почувствует, когда это на самом деле, когда на самом деле важно что-то другое, или когда включилось какой-то саботаж включился. Вот. Или какие-то, знаешь, двойная выгода, как это, вторичные выгоды не Личная выгода, делать, да. или вторичные выгоды делать. Ну, то есть вот это прям такой тонкий момент. Но поэкспериментировать можно и самостоятельно. Почему там, да, почему для меня важно каждый день делать утром зарядку? Потому что это делает меня здоровой, бодрой, подтянутой, да, это для меня на самом деле важно. А еще настраивает, может быть, это меня настраивает на день. Такое Мгм. ментально, как моя медитация, да? И это может оказаться неожиданным открытием, что, так вот я, видимо, для этого делаю зарядку-то, чтобы настроиться. А здоровье там, ну, это тоже как бы есть, но это как будто бы вторично. Ну, то есть вот прям мы призываем вас поэкспериментировать с этой темой. Ну, кстати, вот ты сейчас классную такую привела такой пример про зарядку. Мне очень нравится, когда, ну, не так нравится, это, наверное, неправильное слово, что очень часто слышу, что, ой, я хочу заниматься спортом или я хочу сесть на диету, но я этого не делаю. Ага, Когда очень часто, когда, ну, это не только, собственно, в сессиях, но вообще, когда человек что-то говорит, что чего-то хочет, ну но не этого не делаю. делает, скорее всего, ну, часто на вопросе, почему это важно, возникает ступор, потому что на самом деле тебе самому это не важно. Это может быть продиктовано обществом, еще раз Да-да-да, окружением. да. Это может быть какая-то общая установка, там, я не знаю, там все вокруг меня там условно сидят на диетах, и мне вроде бы хочется тоже там, но на самом Мгм. деле это не моя ценность. Вот. Да, Э, То есть вот этот вопрос тоже может обнажить истинную причину и в том числе обнажить вторичную выгоду, по причине которой ты не делаешь и не переходишь на уровень действий. да, Вот. да-да-да. Круто это, да. Прямо так, такое, такая рационализация у меня в голове случилась. Это же, да, действительно так. Ну ладно, ну вот мы поняли, чего мы хотим, почему нам это важно. И наш третий вопрос, как мы поймем, что мы достигли своей цели? Я уже боюсь, да, называть. Ты как продвинутый пользователь коучинга и как профессионал у тебя
уже, знаешь, столько вопросов в голове, без которых как будто, ну, то есть без которых невозможно. Понимаешь, Мгм. да? Без которых, то есть в смысле, а как по-другому? А для начинающего, тем более для того, кто хочет самостоятельно побыть сам себе коучем, это прямо, ну, уже будет, конечно же, такое серьезное, Мгм. серьезное, ну, серьезное расследование, исследование. Да, исследование. И вот, кстати, вот этот вопрос тоже, ну почему, вот, как я и сказала, важно их задавать по очереди. Он Мгм. подытоживает все предыдущие размышления и все предыдущие какие-то рассуждения по поводу того, чего конкретно я хочу, э, почему для меня это важно. И дальше нужно своему сознанию, не знаю, мозгу, там, самому себе четко разъяснить, к какому результату я иду. То есть как будет выглядеть конечный результат. И тут тоже важно прогнать по ваку. Теперь вы знаете, что это. То есть тут Да. тоже очень важно проговорить, насколько цель по ваку и по смарту, насколько та цель, которую вот, то есть как вы поймете, что вы достигли этот результат, как вы себя почувствуете, насколько это реалистично, насколько это экологично, насколько это достижимо, адекватно, как вы себя чувствуете, ощущаете в этот момент, кем вы себя видите. Вот это Мгм. вот все подпункты вот этого вопроса, то есть когда вы достигли своей цели, кем вы становитесь на самом деле, что меняется вокруг вас, что становится иначе, когда вы к этой точке приходите. Да. Вот. Как это слышится, как это видится вами, как это чувствуется. То есть вот все органы чувств включаются. Знаешь, я вспомнила свою историю. У меня подруга коуч, она коуч уже больше 20 лет. И когда она мне раньше даже не в рамках коучинга задавала просто этот вопрос, а как ты поймешь, что ты достигла своей цели, я зависала. И я злилась, потому что мне казалось, что она ко мне придирается. И чё ты ко мне вяжешься? Для меня Мгм. важно, и в смысле, я хочу, и все. А этот вопрос, а как ты поймешь? Вот, кстати, очень часто клиенты и на этом вопросе тоже зависают, и тоже начинают нервничать. Ну, как-то пойму, и все. И все. Это как? И вот это прямо очень сильно как оживляет, да? То есть, а действительно, а как я пойму-то? А как я вообще пойму, что я достиг? Ну вот это тоже вот такой вот очень интересный момент. И когда вы себе зададите такой вопрос, я думаю, что вас тоже ждут интересные открытия. И сюда же, кстати, можно еще так, мне хочется прям добавить, а как другие поймут, если это важно для кого-то, кроме вас, как другие Класс. поймут, что вы Да, этого да, достигли? да. Там, если это важно там, для ваших близких, как это отразится на ваших близких? Если это команда, как ваша команда поймет, что вы достигли результата? Ну, то есть это работает, я не знаю, вот мне почему-то сейчас пришла нейрографика, но это не совсем сюда. Это работает так, что вы свою идею поселяете в мир и интегрируете в мир. Вот это Да. нейрографика, потому что там сначала создаешь фигуру, потом ты ее интегрируешь, да, там за поле Мгм. листа. И Да-да. вот тут тоже. То есть как ваша идея реализованная живет в мире. Вы посмотреть, когда она Мгм. получилась, как другие на это реагируют, что они видят вокруг, там, как вы изменились, да, в тот Да-да-да. момент, когда вы Да. достигли этого. Это тоже такой важный момент. Часто очень мы этот момент пролетаем просто вот так вот, ну, поставил цель там и все. Часто мы обесцениваем этот момент. Особенно, когда у Мгм. нас есть какая-то долгосрочная цель, мы ставим краткосрочные, мы просто вот этот момент даже не замечаем достижения, мы не фиксируем вот это ощущение удовольствия от достижения, там даже какой-то маленькой цели. А это важно. Хотя бы проговорить, даже если потом в момент достижения мы ее проскочим, но хотя бы в момент планирования дать себе удовольствие, насладиться там, да, представить, как это будет классно, когда Будет. я это получу. Мгм.
Тут, кстати, можно еще себе дополнительный такой вопросик задать. А как я себя поблагодарю за то, что я достиг результата? Тут тоже Да. все впадают в ступор. То есть как? В смысле? А это же такой прям прекрасный бонус поблагодарить себя. Мы привыкли благодарить других, но мы забываем благодарить себя. Видишь, когда мы благодарим других, у нас всегда есть вторичные выгоды. Мы там, типа, я поблагодарю, потом второй раз, может быть, обращусь. Меня Как-то поблагодарят, и мне помогут, и тра-та-та, и да, все такое. а я-то на себя работаю бесплатно, понимаешь? Я себя один раз не поблагодарю, но все равно обращусь, сделаю. Второй раз не поблагодарю, все равно потом сделаю. Заставлю, все И равно это вот сделаю. все равно сделаю, да. Поэтому, Да, да. да. Ну что, и когда мы поняли, что мы достигли, ну, то есть, когда мы поняли, как мы поймем, что мы достигли, то здесь мы зададим тот самый вопрос. Тот самый вопрос, который можно по-разному сформулировать, да? Да. Да. Какой будет мой первый шаг? Что я сделаю прямо сейчас? С чего я начну? И здесь очередной ступор. Знаешь, я всегда этот вопрос стараюсь задавать Пускаю, с фокусом на слово «а». пускаю, пропускаю, я пошутила. Сказала, знаю, у меня почему-то не было звука в этот момент. Нет, пропускаю, пропускаю. А, я этот вопрос всегда задаю со словом «хочется». Что тебе Да. хочется сделать прямо сейчас? Если вот тут уже ступор, то я тогда что можно, что может быть там или что сделаешь? А так, что бы хотелось сделать сейчас первым шагом? Потому что вот именно слово «хочется», Смягчается ну, очень, смягчается прямо классно, да, да, да. да, то есть прям человеку сразу, особенно когда там на сессии, вот это чувствуется, да, когда ты себя там мысленно поблагодарил, ты представил, что ты ну, как бы достиг этой Мгм. цели, внутри возникает ощущение, что хочется чего-то делать. И вот тут важно, чтобы первым шагом стало то, что хочется. Потому что потом Мгм. уже, как обычно это бывает, знаешь, там надо какую-то цель, ну там, какое-то действие огромное сделать. И ты такой, блин, ну сейчас, откладываешь. Потом начал делать, и уже, ну, пошло. И вот если ты начинаешь этот большой путь там с чего-то того, что хочется, ты уже в процессе, ну, уже пошел Таким и вот включаешься. эмоциональным зарядом ты уже идешь. То есть мозг опять, да, у него в мозгу происходит такое программирование. Я же делаю то, что хочется. Да, Мгм. вот. Но Да, это не всегда работает, скажу честно. да. Иногда мне говорят, хочется ничего не делать. Вот Мгм. тогда подключаем, что могло бы стать первым шагом, или что было бы лучшим шагом, или какие там 3 шага можно сделать, что там в ближайшие 72 часа ты можешь сделать по направлению к своей цели. Вот, тут может быть по-разному. Но обычно на поверхности все равно лежат какие-то, ну, чаще всего, если вы правильно вот пройдете по всем 3 вопросам, к 4 пункту уже обычно человек говорит, все, я уже хочу ноутбук закрыть, там, хватит уже сессии, Что делать? это Мгм. я пошел, Мгм. уже пошел что-то делать. Да, да, да. Это Так что да. вот такие вот 4 вопроса. Я надеюсь, что, правда, кому-то это будет полезно. Это действительно можно делать самостоятельно. Это можно делать с помощью нейросетей, это можно делать с помощью просто на бумажке выписывать. Это более эффективно делать с специалистом. Придя на сессию, я всегда призываю попробовать просто хотя бы, что это такое. Вот. Но в Мгм. целом можно таким образом как прописывать там бизнес-план, в целом, так и просто какие-то, не знаю, там путешествия планировать. То есть это работает э, абсолютно во всех, ну, в любом планировании, даже планировании дня. Если задать себе вопрос, что сегодня в конце дня я хочу получить, какой будет конечный наилучший результат, с чего бы хотелось начать этот день, вот это, ну, просто универсальные 4 вопроса, которые
Ну, опять же, мы не роботы все-таки, да, иногда можно ничего не планировать, а просто жить. Ну, мы этого не говорили. Но мы, опять же, призываем хотя бы попробовать, потому что если вы все время, точнее, если вы никогда ничего не планируете и просто так живете, то для разнообразия, может быть, стоит попробовать спланировать хотя бы какую-то мелочь и увидеть, а поменялось ли что-то в моей жизни? Какой-то. Это. Я еще, знаешь, какой момент вот мне пришел в голову? То есть, если, например, на первый вопрос, что я хочу, может быть прямо тяжело, то когда мы проходим вот эту дорогу из 4 вопросов, к 4 вопросу мы можем быть очень вдохновлены тем, что мы уже как будто бы этот путь внутри себя прошли. Мы знаем, что Да. хотим, мы понимаем, зачем, мы понимаем, как это будет выглядеть, когда оно будет сделано. И это вот, как бы, знаешь, такой путь от точки А к точке Б. И когда у тебя есть точка А, что, где ты сейчас, точка Б, что ты хочешь, как это хочешь выглядит, и тогда ты Мгм. уже, тебе остается только начать идти, маршрут уже готов. Да, кстати, интересная штука такая, очень, ну, тоже такой важный акцент, почему я говорю про вот этот вот каналы, да, аудиальный, визуальный, кинестетический, почему важно по ним пройтись. Особенно, когда у нас есть цель, которая, ну, такая амбициозная очень, у нас бывает страх и переживание, как к ней прийти. Или Мгм. мы, например, не знаем, как она, ну, как бы, как ее реализовать, как мы будем там чувствовать себя. И это может быть связано со страхом неизвестности. Когда мы ее прогоняем и телом чувствуем, да, там, где это ощущение в теле, да, вот кинестетически, где это физически находится, когда это достиг, для мозга в целом, это уже доказано учеными, что неважно, реально ли у вас был этот опыт, или вы себе его во сне там увидели, прочувствовали, Да, 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 для да. мозга есть ощущение, что он уже был в этой точке Б, и она для него становится известной. Будет меньше сопротивления, будет больше желания туда двигаться, потому что это будет как будто бы понятное ощущение, понятный результат. Мгм. Ну, на физическом уровне. То есть не просто в голове какая-то фантазия, а для тела будет ощущение, что я уже был, я уже пережил этот опыт, и повторить пережитой опыт гораздо проще, чем пройти путь заново. Да, я уже там был, я знаю как. Я знаю как. Могу пойти снова. Да, Да, круто. Это круто. Мгм. Ну вот, такая сегодня интересная тема. да, спасибо большое. Мне кажется, что правда это было полезно. Я Мгм. надеюсь, что кто-то, кто посмотрит это видео, возможно, просто вот каждый вопрос следующий, который мы будем задавать, будет останавливать видеоролик, прописывать, потом дальше запускать, прописывать, запускать. И это будет Да. такая небольшая инструкция. Вот, я думаю, что Мгм. мы еще к этому видео прикрепим PDF-файл, в котором будет написана такая мини-инструкция, которую Да. можно будет скачать, вот, о том, Мгм. как это, ну, где будут все вопросы по порядку Мгм. написаны. Да. И, конечно же, мы будем очень благодарны обратной связи, если вы воспользовались этой техникой, что поменялось, что почувствовали, что произошло. Даже если вы себе только один вопрос, ответили на один вопрос, вот, то это уже будет очень ценно. Ну и, конечно, мы вновь и вновь призываем приходить на коуч-сессии, потому что это действительно меняет жизнь. Проверено на себе. Да, мы-то сапожники с сапогами, Да, поэтому сапожник. говорим не Да. понаслышке, а на Мгм. собственном опыте. Ну и Да, что, в следующий четверг снова да, в то же время, в тот же час приходите. уже вместе. Будет Мгм. новая тема, другая. Тоже будет что-то полезное, да? Мы с тобой Да, хотели. мы что можно использовать в своей повседневной жизни, ну что-то вот, знаешь, на границе коучинга и самопознания, самокоучинга. Да, это будет, мне кажется, что будет логично сделать какую-то тему, вытекающую из этой, Да. тоже к вопросам планирования.
Я думаю, что мы поговорим немножко про тайм-менеджмент, про Цели важные и срочные. да, распределение списка задач, который стоит, да, как правильно, грамотно распланировать, какие задачи являются и цели не вашими. Вот про это мы поговорим ровно через неделю. Да. Спасибо тем, кто был на эфире. Да, Спасибо всем тем, кто спасибо. посмотрит в записи. И до новых встреч. До встречи, да.